Good morning, everybody. Thank you Доброе very утро, господа. much Большое for спасибо inviting me here today. I'm за absolutely приглашение. delighted to Я be in действительно Moscow, a я city I've visited очень on a рада number of побывать в Москве, occasions. So I'm very город, который я pleased to be посетил не back. раз. And as you may know from И, some может быть, speakers знаете, yesterday, от and from некоторых some выступающих today, вчера that и the от некоторых International сегодня, Standards Organization, who are ISO reviewing организация the global standard ISO 31000, работает на we're глобальным meeting here this стандартом week in 31000, Moscow ISO 31000, to take our и мы встречаемся review здесь в of the Москве, standard to the next stage. чтобы обменяться взглядами, нашими взглядами на работу на следующих этапах. Я очень рада разделить с вами это событие сегодня и вчера. Я очень рада, благодарю Алекса Сидоренко за приглашение. Всегда хороший старт на начало. Ну, мы говорим немного о будущем, о профессии риск-менеджера, который принимает сейчас несколько другой оборот, несколько другое значение. И поговорим о том, почему риск-менеджмент двигается в определенном направлении, и о чем мы должны думать, если мы хотим быть частью этой профессии в будущем. Я думаю, что я говорю с хорошей скоростью для переводчика. И если я буду торопиться, мне, наверное, подадут сигналы. Мы находимся на перекрестке в нашей профессии. И что вы видите перед собой, это немножко дезориентирует, немножко неопределенно. Мы немножко смущены, мы не совсем уверены, в каком направлении будет двигаться наша профессия. Но я думаю, что в Эноке, в UK, в Соединенном Королевстве и в Европе мы абсолютно уверены в этом. Но здесь есть направление, но как профессионал мы должны подготовиться. И это именно то, о чем я сегодня буду говорить. Я буду говорить, почему мы идем именно в том направлении и почему. Сколько людей в экономическом форуме глобальном, согласно отчету о рисках 2016 года. Это очень важное исследование, потому что он смотрит он имеет непрерывность, ему доверяют. Те, кто работают над отчетом глобального экономического форума, это ученые, которые базируются в Париже, и они готовят статистику для этого отчета. Очень много науки, это очень академический отчет. И я вас заверяю, что вы должны посмотреть на этот отчет. Он свободен, он доступен в свободном доступе. Только единственное, что я не могу сказать, что все мои документы, ссылки вы можете просто найти в Гугле. Это все бесплатно. Это описывает новый мир, новую норму. Это несколько новое выражение. Но мир изменился с того момента, как я начала работать риск-менеджером 20 лет назад. Он стал более глобальным. Действительно, ритм изменений увеличивается. Что очень важная часть мир. Мы, может быть, работая 20 лет назад, мы задумались о физических катастрофах, а сейчас мы больше беспокоимся о репутационном риске, о ущербе репутационном и о риске, который менее физический. И хорошо, руководство это хорошо, когда я встречаюсь с риск-менеджерами, они должны это понимать. Это действительно важно. Это новый контекст, в котором мы работаем, новое окружение. И вы не должны быть технологическим экспертом. Вы должны просто знать, вы должны просто читать и быть информированы в этих предметах. У нас нет никаких отговорок. Мы должны идти вперед.
Интересная вещь, которую я хотела вам сказать. Что такое риск на глобальном уровне? И как воспринимается риск на корпоративном уровне? Это разные вещи. Мы смотрим как на недостаток воды или болезни. Корпоративные департаменты или государственные департаменты работают на более глобальном уровне, на более высоком уровне. Это представлено ЭОН. Это некая перечень рисков глобальных корпораций. И что сейчас уже риск является частью этого мира. Если вы работаете на национальном уровне, вы должны быть беспокоиться тем, как культура вашей компании изменится, и что его аппетит, ваш риск-аппетит тоже изменится. Например, американский бизнес, который использует то, что думает риск в Америке, это совсем другой риск. Понимается риск в Китае. И риск в Китае, он разный в отношении трех основных проблем в Америке, в Китае. Номер один риск в Соединенном Королевстве – это не номер один риск в Китае. И нужно быть очень внимательным. Что заставляет вас не спать ночью, как риск-менеджера? И что заставляет всех спать плохо по ночам во всем мире? И какой риск могут взять на себя люди, и каков их риск-аппетит? Я разговариваю по юридической фонд с отделением здесь, в Москве, и я могу вам сказать, что взгляд на риск у моих клиентов, которые пришли из фармацевтики или финансовых услуг, или из горной промышленности, это совершенно разное восприятие рисков. И мы действительно должны понимать это, внимательно к этому относиться, когда мы общаемся с клиентами. И будьте очень внимательны, правильно ли понимается восприятие вашего восприятия риска вашего клиента. Например, с теми, кто имеет действительно для тех, например, кто очень ценит интеллектуальную собственность. Это очень важно для риск-менеджера понимать это восприятие рисков. Что мы сейчас смотрим? Мы видим риски на корпоративном или глобальном уровне. Если мы понимаем этот риск, почему мы до сих пор испытываем неудачи? Несколько лет назад в АНЭК, ассоциацию, которую я представляю, мы провели несколько исследований с университетами и другими партнерами. Это доступно в онлайне. Можно найти этот отчет, он доступен. И этот отчет исследовал несколько компаний. Какие у них характеристики их неуспеха, их сбоя? Какие навыки есть у их управляющего звена и директоров? Можно ли говорить о рисковой слепоте? Может быть, они неправильно использовали неправильный культурный подход или видение. Это может быть риск, который мы называем стеклянный потолок. Вот что значит сбой, неудача? Мы знаем, почему компании были неудачные, но что касается успеха.
Это действительно выжимка из этого отчета, который говорит об успехе компании. И он рассказывает о принципах бизнес-устойчивости. 5 характеристик, которые делают компанию бизнес-устойчивой. И это не из того отчета. Это выжимка из отчета Питера Пи-Си. И вы проводите, как вы делаете анализ сценариев? Я предлагал бы каждому риск-менеджеру способность вырабатывать сценарии для рисков и возможных угроз и кризисов. Это ключевой инструмент, который не обладают многие риск-менеджеры. Есть такой взгляд на будущее. Будет больше разрыв сегодня, чем и будет увеличиться разрыв завтра. Будет увеличиваться потребность в экспертизе для тех людей, которые находятся в середине. Компания будут искать высокого уровня риск-менеджеров. Сильная система отношений человеческих и связей, как внутренние, так и внешние. Разговор, который вы ведете во время завтрака в коридорах, и хорошие риск-менеджеры имеют большие связи. Они со многими общаются, имеют большой круг общения. Это возможность быстро отвечать на кризисы. Здесь это решительно. Это, может быть, технология, некоторые из них автоматизированы, но для меня те вещи, которые являются для всех одинаковые, очевидно, что кризис-менеджмент этих компаний совершенно не удовлетворяет. Что способность руководства справляться с кризисом неудовлетворительна. Высшее руководство хорошо управляет компанией, но они не очень хорошо управляются с кризисом. Это совершенно другие навыки. И некоторые кризисы, которые мы видели, и высшее руководство брало на себя ответственность за управление кризисом, но это не очень была хорошая идея. Но что мы поняли в этом исследовании? Мы должны учиться на своих ошибках. И что можно сказать, как сказал Чарльз Дарвин, может быть, мы не самые сильные из видов, которые выжили, но мы действительно лучше адаптируемся к изменениям. И мы действительно должны адаптироваться к изменениям, и риск-менеджеры должны часть быть этого. Мы знаем, почему компании испытывают неудачи. Почему до сих пор эти неудачи их преследуют? О чем я хотел поговорить? Это не значит, что мы должны иметь лучшие решения или лучший персонал. Это все состояние ума, это культура. Основные катастрофы и кризисы, которые мы видели, это не природные катастрофы, это не землетрясения или пожары. Это все происходит от людей. Это все вызвано людьми. Я не знаю, понимаете ли, что это такое, потому что это очень английский. Это Дувр. Это Дуврский замок. Он может быть где угодно, но цель этого слайда. Но мы действительно чувствуем безопасно внутри своего замка, когда все хорошо. Нам безопасно, вся жизнь прекрасна. И когда что-нибудь идет не так, мы находимся вот здесь. Мы уже не за стеной. Все видят, что мы делаем, все видят наши движения. И мы находимся прямо в свете прожектора. И как управляться с первой ситуацией и с другой, это совсем разные вещи. И одно дело менеджер, который находится в замке, другое дело, который находится в стеклянном доме.
Это, как я думаю, что компании должны понимать, как изменится их жизнь, и как вы должны тестировать систему управления рисками и через разные сценарии. И как вы будете выглядеть в свете прожектора. Мы можем поговорить о черных лебедях. Это очень увлекательно. Это рассказывается о феномене черных лебедей. Это опыт пришел из Австралии, потому что мы считаем, что все лебеди белые, но в Австралии много черных лебедей. Это то, что считает, что люди не знают, что есть черные лебеди. В основном люди об этом не знают. Но наша идея заключается в том... Извините, пожалуйста, я еще немного страдаю еще от простуды. Также спор в мире развернулся вокруг черных слонов. Это моя теория. Это думайте не о черных лебедях, а о черных слонах. Когда вы кто-нибудь увидите, что происходит у вас за спиной, и вы это не видите, это и есть черный слон. Но думайте о черных слонах. Он все время там, это происходит в совете директоров, но вы это не видите. Потому что вы фокусируетесь на чем-то другом, и вы не происходит, что происходит у вас сзади. Но этот слон виден не виден для большинства организаций. Потому что они фокусируются на чем-то другом. И я буду с вами говорить и спорить, что большинство проблем, связанных с реализацией риска, это связано с неправильным поведением, потому что они видят черных слонов и не реагируют на них. Но эффективное управление рисками достигается продвижением эффективной культуры и правильных отношений. Я буду говорить о том, как они должны вести себя и что отличает хорошее от плохого поведения. Это очень интересное исследование, опубликовано в Соединенном Королевстве всего лишь 2 недели назад. И можете увидеть ссылку в этом документе. Если я не читал о черных слонах, я очень удивилась, когда увидела, что эти люди тоже думают о черных слонах. Есть очень серьезное нежелание в совете директоров делать некоторые вещи. Это всегда очень комфортно, очень удобно делать те вещи, которые вы делали всегда. Делать все это в прежней манере и не менять ничего. Я не могу об этом говорить, об этом документе весь день, потому что у нас очень напряженная программа. Но я бы очень вас попросила посмотреть на это. Это очень интересно. Что касается цифрового мира, мы делаем выводы на прошлом, но нам нужно делать выводы, нам нужно моделировать будущее, нужно думать выводы, какое будет будущее. И некоторые вопросы, которые должен совет директоров задавать себе, и как риск-менеджеры тоже. Кто отвечает за это в вашей организации? Кто ваш риск? Кто является кто на высшем уровне управляет этими проблемами, справится с этими проблемами? Вы знаете, какие принципы управления рисками в вашем бизнесе? Что будете делать, если эти риски все-таки будут реализуются? Это как раз та самая проблема анализа сценариев. И все, что относится к вам, если вы зададите эти вопросы к своему совету директоров, скорее всего, эти вопросы вернутся вам. И возможно так, что вас уволят. Потому что если вы поднимете свою голову над парапетом,
нам нужно быть уверенным, что нужно будет, вы будете способны справиться с теми вопросами, которые вам задаст совет директоров. Это то, что мы должны сделать. То, что происходило вчера, уже не подходит. Нужно поднимать планку. Это небольшая дорожная карта, которую вы можете взять с собой. Это тот самый путь, по которому прошел риск-менеджмент, управление рисками. Я считаю, что мы лидеры в рисках будущего, риск-лидеры будущего. Это те самые колонны, которые вы должны изучить, представить доказательства, и вы должны быть вовлечены в стратегическое управление, стратегическое планирование. Вы должны быть частью бизнеса. Мы должны идти вслед за бизнесом. Это несколько иная позиция. Это та самая позиция для риск-менеджера, которая не существовала раньше. Вы должны быть частью тех самых решений, которые вы должны поднять свой уровень для того, чтобы иметь дело с рисками будущего. Это был также отчет, который был проведен компанией Tomorrow. Он исследует случаи бизнес-устойчивости в компаниях. И основные зоны, которые должны быть... Вы должны заставить свой совет директоров представить себе, что они вышли из замка, и что они находятся в доме стекла, и должны думать о своих репутационных рисках. Эта модель, которая была разработана институтом IMRIC, на котором очень любят бухгалтеры, я тоже это люблю. Это способ, которым управляется бизнес. И это стадии оценки рисков. Это есть какие-то от некоторых входящих факторов до результатов. В какой-то степени как делалась оценка риска в прошлом, но это вот некий путь, который мы можем достичь своих результатов. Это некая модель. И может быть, если покажете своему финансовому директору, они должны быть с этим знакомы. И если это не работает, вы когда-то это видели? Это много времени потребовалось мне для того, чтобы прийти к профилактике в бизнесе. У меня действительно не было слишком много способов применять бизнес-профилактику. Также это исследование, которое было проведено в Соединенных Штатах в 2014 году, и все они пришли к выводу, что зрелые риск-менеджеры это показывает четкую связь между зрелостью и успехом организации. И те организации, которые действительно используют это, они успешны, понимают свои ставки. И последнее, о чем я хотел бы заострить ваше внимание, некая модель 4 колонн. Но если Европейская ассоциация риска создает некую сертификационную программму, которая объединяет... Есть несколько сертификационных программ, но то, что мы разработали, это паневропейская сертификация, которая включает Россию, и он основан на уровне знаний, опыта, непрерывного обучения и
этических норм, которые вы должны соответствовать. И если вы их признаете и проходите через экзамен, то вы будете приняты в ассоциацию. Это те уровни, которые вы проходите в своем профессиональной аккредитации. Я думаю, что это тот самый путь, по которому идет профессия. Это действительно прекрасный путь паневропейский, который ведет к действительно серьезной доказательной базе по рискам. Это онлайн-технология, но это не курс. Это просто действительно дает вам доказательство того, что вы достигли квалификации, что у вас есть доказательство того, что эту квалификацию вы достигли. И что означает эта квалификация в Европе? И моя короткая реклама для Remap и мою презентацию. Если хотите что-то узнать больше про Remap, вы можете просто взять мою визитную карточку и связаться со мной, или посетить конференцию, которая будет 4 октября этого года. Это небольшая сумма. Но вам объясню, что такое Remap. Вы получите полное объяснение, полную картину, что такое Remap и как получить сертификат. Это моя реклама. Это огромное... Это было очень приятно с вами встретиться. Я не могу встретиться до конца дня, но я бы хотел продолжить диалог с любым из них, если вы посчитаете, что это важно. И еще спасибо большое за приглашение.